Всем привет! С вами Елена и это канал «Вот бы мне». Сегодня я хочу рассказать о том, к чему может привести заполнение анкеты для участия в лотерее Green Card через посредников, которые нередко могут оказаться мошенниками, а также о самых распространенных схемах и о том, как не попасть на удочку обманщиков. Прежде чем начать, я хочу напомнить, что подача анкеты для участия в DV Lottery абсолютно бесплатная, и участвовать в ней может практически каждый. О том, кто может принимать участие, какие для этого требования и когда можно подать заявку, мы уже рассказывали в одном из наших предыдущих видео, ссылку на которое вы найдете в описании под этим роликом. Также у нас есть подробная видеоинструкция по заполнению анкеты для участия в лотерее Green Card, ссылку на видео вы тоже найдете в описании. Если вы заполняете анкету впервые и сомневаетесь, сможете ли сделать это самостоятельно, и задумываетесь над тем, чтобы обратиться к посредникам, которые за деньги сделают это за вас, я настоятельно рекомендую посмотреть наши видео, и вы поймете, что ничего сложного в этом нет. А сегодня я объясню, почему нельзя пользоваться такими фирмами-посредниками и чем это грозит. Начну с того, что способов, как вас могут обмануть, очень много, и схем, по которым работают мошенники, тоже предостаточно. Стоимость услуг у каждой такой фирмы и в каждой стране разная, но независимо от ценника, риски одинаковы для всех и каждого. Эти конторы могут привлекать клиентов по-разному. Одни просто открывают компанию, делают рекламу и ждут, пока кто-то придет. Другие же проявляют гораздо больше инициативы. Особенно развит такой бизнес в странах Центральной Азии. У нас есть друзья из Узбекистана, которые рассказали о том, что за несколько месяцев до начала и во время регистрации представители таких компаний будут ходить по домам и улицам, рассказывая о перспективах, качестве работы и о том, что если пользоваться их услугами, шансы на победу возрастают в разы. Начну с самого безболезненного для вашего будущего варианта. Некоторые посредники регистрируют так называемые фирмы-однодневки, собирают ваши данные, но на самом деле даже не заполняют анкеты. Выдают ненастоящий номер подтверждения и пропадают. Кстати, о том, что регистрация на участие проходит лишь в определенный период, обычно с октября по ноябрь, знают не все, и некоторые мошенники набираются наглости и могут работать в любое другое время. Узнать о том, что ваш номер не просто не выиграл, а не действителен, вы сможете только после проведения лотереи, уже в следующем году. В этом случае вы просто потеряете деньги, которые потратили, а еще 1 год участия в лотерее. Если анкету на вас все-таки заполнят и выдадут номер подтверждения, существует вероятность того, что данные заполнят с ошибками, и в таком случае выдача грин-карты вам будет отказана. Ведь им на вас плевать, и даже выгодно, если вы не выиграете, и в следующем году обратитесь снова. Другие посредники добросовестно выполняют как минимум одну часть своих обязательств и действительно заполняют анкету на вас правильно, без ошибок, но могут не выдать номер подтверждения под абсолютно разными предлогами. Обычно они говорят, что не могут или не имеют права этого сделать до розыгрыша. Я думаю, вы догадываетесь, почему они так делают. Конечно, в случае выигрыша вам предложат получить этот номер за дополнительную плату. И наглости нет предела. Они могут требовать за номер как несколько сотен, так и несколько десятков тысяч долларов. Да, требовать 10 тысяч долларов за победный номер совсем не предел. Особенно в странах, где уровень жизни очень низкий, и уехать за границу, тем более в США, практически единственный способ изменить благосостояние своей семьи. Люди продают свое имущество, берут кредиты только чтобы получить этот номер. Ну а потом необходима еще круглая сумма на прохождение медосмотра, оплату выдачи документов и переезд. К тому же, как вы знаете, выиграть в лотерею еще не значит получить грин-карту. Мы и сами выиграли DV Lottery 2021, и сейчас, заполнив все необходимые документы, находимся на стадии ожидания приглашения на интервью, где и будет решено, выдадут нам грин-карту или нет. Если проблем с финансами, законом и заполнением всех данных не было, переживать практически не стоит, однако случиться может всякое. Если вы все-таки воспользовались услугами посредников, и они отказываются выдать вам номер подтверждения, существует способ его восстановить, если мошенники указали все данные верно, а также вписали ваш, а не свой электронный адрес при регистрации. Однако в подавляющем большинстве случаев они регистрируют вас на собственный электронный адрес, чтобы возможности восстановить номер без их помощи у вас практически не оставалось.
Как все-таки попытаться восстановить номер, зная или не зная адрес электронной почты, мы запишем в наше следующее видео, так как есть определенные нюансы. А еще эта тема актуальна для большого количества людей, включая тех, кто этот номер просто потерял. Но и такой вариант еще не самое ужасное, что может произойти. Мошенники могут предложить заполнить несколько или даже десяток анкет на вас, незначительно изменяя ваши персональные данные. Например, одну букву в имени или фамилии. А затем, в случае выигрыша по одной из анкет, быстро поменять свой паспорт. С прошлого года эту проблему решили, добавив дополнительный пункт в анкету, а именно номер вашего загранпаспорта. И такой вариант жульничества стал практически невозможным. Да и раньше такой способ был незаконным и почти не работал. Система собирает и анализирует данные всех анкет и фотографий на поиск соответствий, и в случае выявления нескольких анкет на одного заявителя вас просто дисквалифицируют. Но также они могут заполнить за вас несколько анкет и без вашего ведома, что совсем не спасет вас от аннуляции в дальнейшем. Кроме того, обратившись к таким компаниям однажды, ваши персональные данные останутся у них. И может случиться так, что на следующий год вы решите подать заявку самостоятельно, но компания тоже подаст еще одну анкету от вашего имени. И в таком случае вас также дисквалифицируют. Ну и, конечно, никто не мешает посредникам перепродавать базу персональных данных друг другу и даже использовать их в других целях. Ведь вы указываете исчерпывающую информацию о себе, начиная от даты вашего рождения и имени и заканчивая номером паспорта. Но даже если вы собрались подать заявку самостоятельно, не спешите расслабляться. Вы все еще можете попасть в руки мошенников. Скорее всего, вы откроете Google и впишите туда запрос вроде «Лотерея Green Card» или «Подать заявку на участие в лотерее». Поисковик выдаст вам множество ссылок, и все, кроме одной, перенаправят вас на сайт посредников или мошенников. Многие мошенники даже делают свой сайт идентичный настоящему, и отличить его можно только зная ссылку на официальный сайт. Проверять ссылку необходимо очень внимательно, ведь мошенникам достаточно изменить всего одну букву или домен, чтобы вы попали на другой сайт. Единственный и, напоминаю, абсолютно бесплатный сайт для подачи заявки на участие в лотерее Green Card – dvprogram.state.gov. Ну и как вы, надеюсь, теперь понимаете, обратившись к таким посредникам всего один раз, можете потерять свой шанс получить грин-карту на многие годы. Ведь если параллельно с вами каждый год они будут отправлять анкеты на вас, система будет аннулировать ваши анкеты автоматически, и вы об этом даже не узнаете, так как отдельной формы, в которой укажет, что вас дисквалифицировали, просто не существует. При проверке результатов будет просто написано, что ваша анкета не была отобрана для дальнейшего процесса. Кроме вышеперечисленных способов мошенничества при регистрации анкеты существуют и другие. Например, оповещение о том, что вы выиграли в лотерею по телефону или электронной почте с требованием оплаты для дальнейшего прохождения процесса. Помните, участие абсолютно бесплатное, а заплатить вам нужно будет только за медкомиссию и за выпуск грин-карты на ваше имя. Медкомиссию нужно проходить только в специальных медицинских учреждениях, а за выпуск грин-карты можно заплатить уже после интервью. Официально по электронному адресу и телефону вас оповещать никто не будет, а выигрыше вы сможете узнать только указав свои данные и номер подтверждения на официальном сайте лотереи в разделе «Статус чек». К сожалению, также были выявлены случаи махинаций в особо крупных размерах, без участия жертв мошенничества. Так, например, в 2014 году в Узбекистане проводили расследование и выявили группу мошенников, которая скупала украденные из государственных баз персональные данные и оформляла на них анкеты участников в дальнейшем. Чтобы исключить подобные возможности, в анкету и был добавлен пункт, где необходимо ввести номер вашего загранпаспорта. Ведь все данные, которыми пользовались мошенники в прошлом, теперь будут неактуальными, и номер вашего загранпаспорта вы не предоставляете ни в учебном заведении, ни в банке. Помните, безопасность ваших данных зависит только от вас. Уделите несколько часов на изучение вопроса и подготовку документов, посмотрите нашу видеоинструкцию и заполните данные самостоятельно. Если информация была интересной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами. Thank you.